Добрый день, уважаемые зрители! На наших участках есть классное, красивое растение гортензия. Стоит оно достаточно дорого, и для того, чтобы посадить большой массив и сделать классную, шикарную клумбу, не всегда хватает средств. Поэтому в этом видео я научу вас, как черенковать гортензию, как добиться в этом мероприятии успеха. И каждый нюанс, о котором я скажу в этом видео, очень важен. Поэтому досмотрите это видео до конца. Каждая мелочь важна. Первое, о чем очень важно знать, когда заготавливать черенки. Заготавливать черенки нужно с конца августа и по март месяц включительно. Можно даже немного захватить апреля, если у вас холодно. Черенок должен быть одревесневевший, он не обязательно должен быть в листьях, как у нас. Вот у нас цветущий побег, видите, однолетний. Вот, он полностью одревесневел и уже готов к черенкованию. После того, как вы заготовили черенки, не имеет значения, в листьях они или без, вы нарезаете. Что очень важно знать при нарезке. Обязательно вы должны учитывать, где нижняя сторона и где верхняя сторона. Нарезается это таким образом. Первое, что мы делаем, это берем междоузлие. Одно междоузлие, вот можно видеть, у нас почки здесь и здесь. Вот, посерединке отрезаем и готовим черенок. У нас нижняя сторона вот здесь. Это очень важный момент. И нарезаем примерно где-то полсантиметра от нижних почек. Не глубже, не дальше. То есть обязательно полсантиметра выдерживаем примерно где-то. Секатор должен быть очень острый. Вот, для того, чтобы черенок наш не расщепился. И таким резким движением просто обрезаем, чтобы у нас был черенок не расщепленный. Листья можно удалить, но так удалять, чтобы не повредить почки. Вот таким образом, с нижней части. То есть это если у нас черенок в листьях. Если листьев нет, то в принципе это не имеет значения. Вот. Следующий момент — это верхний срез. Верхний срез мы делаем около сантиметра над почками. То есть если смотреть на черенок, вот это у нас верх, где-то около сантиметра над почками. То есть нижний полсантиметра, верхний сантиметр. Если черенок в листве, то нужно удалить большую часть листовой пластинки, примерно где-то 2/3. Вот таким образом. Вот можно посмотреть, сколько я удалил. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы минимизировать испарение влаги с поверхности листа, вот, чтобы он не терял влагу. Таким же образом этот лист и таким же образом этот лист. В принципе, черенок наш уже готов к укоренению. Следующий момент, что нужно сделать, это замочить его в каком-либо укоренителе на 1 сутки. Вода должна быть обязательно теплая, комнатной температуры, либо чуть-чуть теплее, примерно где-то 25 градусов Цельсия. Вот таким образом где-то погружается черенок на вот такую высоту, чтобы верхние почки у нас были на поверхности. Вот. Нижняя часть была у нас в растворе. Раствор укоренителя может быть разный. Мы будем использовать вот это средство для укоренения, но мы им будем проливать. То есть мы не будем замачивать черенки наши предварительно, так как сейчас тепло. Вот. И в принципе не обязательно вообще использовать укоренитель. Укоренитель нужен для того, чтобы как бы максимально больший процент черенков укоренился. Черенок нельзя вот так держать, то есть как только вы его обрезали, обязательно его нужно опустить в воду. Обязательно. Почему важно опускать в воду? Потому что у нас нижняя часть, она открыта, то есть здесь уже рана. Вот, и для того, чтобы она не присохла, мы его сразу опускаем в воду. Следующий этап. После того, как черенки ваши уже замочены, прошли сутки, вы готовите субстрат для укоренения. Что у нас подразумевается под субстратом для укоренения? Основой субстрата является песок. Почему песок? Это инертный материал, то есть в нем нет питательных веществ, он отлично держит воздух, то есть то, что нам нужно, и отлично держит влагу. Вот. Соответственно, песок является лучшим материалом. Лучше брать крупнозернистый речной песок. Если такого не имеется, в принципе, подойдет любой другой. В песке практически не содержится каких-либо грибковых заболеваний. Вот, соответственно, он идеально нам подходит для укоренения. Если вы хотите прям получить, ну, вообще практически стопроцентный результат, песок можно прокалить. Заблаговременно прокалить, вот, то есть чтобы все болезнетворные микроорганизмы в нем убить. Вот. Вторая часть, это, которая нужна, это вермикулит. Для чего он используется? Для того, чтобы песок еще более разрыхлить и добавить в него воздуха, так сказать. Поэтому вы добавляете в песок вермикулит. Как правило, где-то добавляется около 10–20%. Вот. Но с этим делом вы не переборщите, поэтому тут можно играть. Вот. У нас уже подготовленный песок, он уже перемешанный с
агроперлитом в нашем случае, это тоже подходит. То есть вот есть вермикулит, вот так выглядит, и есть агроперлит. В нашем случае мы уже подготовили песочек у нас с агроперлитом. После того, как вы смешали песок с вермикулитом, вам нужен будет какой-либо органический материал. В нашем случае это газонная трава свежескошенная, может быть не свежескошенная, либо солома, не имеет значения. Вы набиваете в горшок примерно где-то 5 сантиметров толщиной слой, можно 7 в нашем случае, так как горшок высокий. Вот, набиваете. Сейчас я объясню, для чего это нужно. Первое, для чего это нужно. Когда газон перегнивает, он подогревает почву снизу. Вот. А для черенкования температура очень важна. Субстрат должен иметь температуру примерно где-то 23 градуса. Вот, плюс-минус 2 градуса. Вот. Второе, для чего он нужен. Так как газон будет гнить, соответственно, в сырых условиях, то он будет отдавать питательные вещества. И когда наш черенок укоренится, корешки пойдут, достигнут травки, начнут брать питательные вещества, и, естественно, он заиграет вот такими красками, как здесь. То есть, видите, прекрасно растущий куст. Следующий момент, который нужно сделать, это заполнить дальше емкость песком. После того, как вы наполнили емкость песком, ее обязательно нужно хорошенечко утрамбовать, иначе она осядет после полива. Вот. Так как у нас внизу газон, мы очень хорошо притрамбовываем и оставляем небольшой бортик для того, чтобы у нас вода не вытекала из горшка. Следующий момент, уже заблаговременно замоченные черенки. Вот таким образом, то есть обязательно учитывая нижнюю часть и верхнюю часть, вверх ногами ни в коем случае нельзя. Вот таким образом прям вставляем практически до упора. Очень важный момент. Черенок нельзя вставлять ни вот так, ни вот так. Его обязательно нужно опускать в песок практически по почке. Что это вам даст? Во-первых, у вас будет меньшая площадь испарения, большая площадь всасываемости. И последний момент, когда ваш черенок укоренится, здесь в нашем случае 3 почки, то почки пойдут с самого низа. Вот как здесь. Вот хороший пример, можно увидеть. Почки у нас начинаются с самого низа, и у нас такой полноценный кустик получается сразу наполненный. Этот важный момент именно вот на такую высоту очень влияет на количество прижившихся черенков. Если вы хотите, чтобы у вас выход черенков был достаточно большой, обязательно делайте это вот так. В данный горшок можно достаточно много черенков вставить, то есть, соответственно, где-то выдерживать пару-тройку сантиметров. Но при этом стоит учитывать такой момент, когда ваши черенки пойдут, корни начнут хорошенечко отрастать, то вам придется вынимать этот весь ком корней и аккуратненько его размывать, чтобы посадить, чтобы не оборвать лишние корешки с черенка, потому что черенок идет слабенький, вот, и при пересадке он сильно страдает. После того, как вы вставили черенки в ваш череночник, так называемый, уже готовый, обязательно стоит полить его. Еще, если вы оставляете горшки на улице, то обязательно накрывайте сверху либо бутылкой обрезанной, либо банкой, тоже подойдет, для того, чтобы влагу сохранять и не поливать часто ваши черенки. Очень важно впоследствии контролировать влажность. То есть переливать его не стоит, но контролировать влажность, то есть чтобы ваш субстрат не пересыхал, потому что если он пересохнет, все ваше дело пойдет прахом. Что еще важно в такой конструкции? Очень важен дренаж. У нас есть вот такие достаточно большие отверстия, которые будут спускать лишнюю воду. В горшках без дренажных отверстий категорически делать этого не стоит, потому что ваши черенки сгниют. Теперь давайте посмотрим на результат, что будет с этим черенком в зависимости от условий через 2-3 месяца примерно. Вот у нас уже укорененные черенки. Сейчас мы глянем, что тут получилось. Можем видеть, отличная корневая система сформировалась. Она у нас в нижней части, то есть, видите, вверху нет. Вот, несмотря на то, что черенок был достаточно глубоко. Это растение уже прекрасно подходит для посадки на место. Вот, либо же в горшок для доращивания его до более крупного размера. Ребятки, чуть не забыл обратить ваше внимание на толщину черенка. Черенок должен быть как тоненький карандаш, потому что в нем уже запасено достаточно питательных веществ для того, чтобы успешно укорениться. Это очень важный момент. При этом способе выход черенка где-то около 80%. Но есть способ
использовать специальное вещество для того, чтобы повысить выход черенка до 95%. Если это видео наберет 10 тысяч лайков, я обязательно сниму подробнейшее видео об этом веществе и где можно его еще использовать. Пользуйтесь этой маленькой видеоинструкцией, делитесь ею с друзьями, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии под видео. Всем пока!